Всем привет! Сегодня на ремонте принтер Canon LBP 2900 с неисправностью скрипит. Скрипит он именно при печати. Когда входит в готовность, скрипа нету. Так, сейчас отправлю на печать и все будет понятно. Дубль 2. Дубль 1. Первый раз не заскрипел. Пробуем еще раз. Скрипит он именно в момент захвата. Даже если подумать на картридж, ставим другой картридж. Пробуем распечатать. Ну, я думаю, нужно разобрать, посмотреть, где это именно скрипит. Так особо непонятно. Сейчас будем разбирать. Ну вот, разобрал я принтер, скинул редуктор. В принципе, здесь все смазано. Скидывать его несложно. Откручиваем все по периметру винтики и утаскиваем осторожно, дабы не потерять вот такую вот пружину. Теряется она очень легко. Вот. Скрипит он, скорее всего, вот в этом месте. Здесь находится привод фотобарабана картриджа. Он очень сухой и испачкан в тонере. Так, ну заодно я скинул блок питания, чтобы проверить вот этот вот конденсатор. Ну, какой-то подозрительный. Ну и заодно посмотреть. Снял печку, чтобы проверить. Желательно поменять термопленку. В принципе, что я сделаю. Вот, почистим, смажем, соберем, проверим. Ну, вот выпаяли мы конденсатор. Сейчас будем проверять его. Подожди, надо это включить. Вот наш аппарат. Как она выключилась? Давай. И он у нас показывает почти 4 нанофарад. И очень большой СР. Конденсатор неисправен, подлежит замене. Ну, в общем, что было сделано.
после того, как я там поменял конденсатор, все смазал, собрал принтер, включил, и опять такая же ерунда, этот же скрип. Теперь я вот снял заднюю крышку, вот она здесь была. Сейчас тоже ее почищу, посмотрю, что с ней. Вот, чтобы ее открутить, нужно снять, открутить 6 винтиков. Здесь, здесь и вот два вот спрятаны вот за такими пленочками. В общем-то непонятно, что откуда идет скрип, так как не могу локализовать. То он кажется с одной стороны, то он кажется с другой стороны, то снизу, то сверху. Ну, в общем-то, ремонт продолжается. Так, наконец-то я добрался до печки, покажу вам ее состояние. Здесь достаточно много грязи. И хочу показать, чем смазывали. Вот здесь вот хорошо видно, что смазывали только проводящей смазкой. Вот сейчас все это почистим, заново смажем и будем проверять. Решил я еще снять отдельно про редуктор, как установлены шестеренки, где находятся пружинки. Все это к тому, что когда разбирали редуктор, было замечено, что вот здесь не было пружинки. Она вот стояла вот здесь зачем-то. И вместо вот этой, на этой шестеренке пружинки, стоял вот такой вот вырезанный поролончик. Не знаю, как могли люди в другом сервисе додуматься до этого. Во-первых, поставить туда пружинки, вырезать поролон, поставить. Ну и еще до кучи смазать только проводящей смазкой бушинги на резиновом вале. Вот так вот все это выглядеть должно. То есть здесь стоит вот эта пружинка маленькая, побольше стоит на этом. Все, больше здесь ничего не должно быть. Итак, контрольная проверка.
Сейчас Дашенька тебе выпишет. Ты что, так фарчмачил там? Я вообще-то записываю, короче, какую-то проверку делаю. Ну, вот это что? Ну вот, скрипт пропал. Ремонт считаю законченным. Спасибо. До свидания. Приятного просмотра.